Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП-торт Колибри. Его изюминка в ароматных фруктовых коржах на основе ананаса и банана. Приготовление у него простейшее, если вы используете в крем-рикотту. Если же нет, то я вам подробно расскажу, как правильно приготовить другие два вида крема. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первое, что нужно сделать за 2, а лучше за 3 суток до сборки торта, это заморозить ряженку. Конечно, выбираем свежий, натуральный и вкусный продукт. 2 литра ряженки я заморозила заранее, они полностью промерзли и затвердели. А сейчас нужно снять упаковку. Надрезаем край и вскрываем полностью. Перед разрезанием я дала им полежать при комнатной температуре около часа, чтобы упаковка легко снималась. И вот эти действия нужно проделать за 20 часов до сборки торта. Кстати, если вы не хотите проделать все эти манипуляции, то можете вместо ряженки взять 400 грамм рикотты. Также нам понадобится большое сито и глубокая емкость. Их желательно обдать кипятком, чтобы наш процесс проходил в условиях близких к стерильности. И застилаем стерильной марлей, сложенной в 3-4 слоя. Выкладываем нашу ряженку. Я специально при замораживании уложила в морозилке ряженку вот такой неровной формой, чтобы было легко поместить ее на сито. Укрываем пищевой пленкой, и нам нужно всю эту конструкцию оставить при комнатной температуре примерно на 14 часов. По истечении 14 часов ряженка растаяла и разделилась на вот такой вот мягкий творожок и сыворотку. Она все еще холодная, будто из холодильника, но не замороженная. Укрываем ее марлей и отправляем в таком виде в холодильник еще примерно на 8 часов. Чтобы консистенция стала еще плотнее. Теперь можно заняться коржами. Для коржей нам понадобится 250 грамм ананаса. Это может быть свежий ананас или консервированный. При выборе консервированного обратите внимание на то, чтобы в составе не было сахара. Такие встречаются не в каждом магазине, но найти можно. Нарезаем ананасы мелкими кусочками. Перекладываем в чашу. Небольшое количество сока может тоже пойти в тесто. Сюда же добавляем 150 грамм натурального йогурта и 3 яйца. И также в этих вкуснейших коржах Колибри должен быть банан. Он у нас будет в размятом виде. Для этого 100 грамм мякоти банана разомните вилкой. Вот так, очень легко. Добавляем к жидким ингредиентам. И теперь займемся сухими ингредиентами. 160 грамм полбяной муки. Можно заменить ее на цельнозерновую пшеничную или овсяную муку, какая вам больше нравится. Добавляем к ним 15 грамм подсластителя, 5 грамм соды и 1 чайную ложку корицы. Перемешиваем. Перемешиваем отдельно жидкие ингредиенты. И соединяем их с сухими. Вот такое тесто получается. Промешивается очень легко, но все же следите, чтобы не оставалось сухих комочков муки. Чтобы испечь за один раз, идеально иметь 3 формы одинакового диаметра. У меня таких нет, но есть форма 16 см, форма с регулируемым диаметром, ее тоже можно установить на 16 см, и форма диаметром 18 см. Я разделила тесто на 3 части, но одна часть чуть больше других. Она пойдет в большую форму. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия примерно 30 минут. Вот такие коржи получились, темненькие из-за корицы. Снимаем фольгу, проходимся ножом по стенкам формы и вынимаем корж. В принципе, эти коржи сразу можно использовать. Но если крем еще не готов, то упакуйте их в пищевую пленку и храните в холодильнике. Давайте посмотрим, как там наша ряженка через 8 часов.
Видно, что она уже довольно густой консистенции, напоминает рикотту. Это то, что нам нужно. По весу у меня получилось 460 грамм. У вас может быть больше или меньше. В этом торте это допустимо. Добавляем 15 грамм подсластителя и тщательно размешиваем. Очень мягкий, приятный по консистенции крем. В него же можно добавить 30-50 грамм сухого молока, если хотите получить максимально сливочный вкус. Крем мне удобнее всего выкладывать из кондитерского мешка. Также перед сборкой подготовим коржи. Один корж у меня большой. Его обрезаю по диаметру торта. Сначала ножом, потом формой. Вот такой получается коржик. Шапочка у него незначительная, но для красоты разреза все же лучше ее срезать. Большим ножом сначала я намечаю линию надреза по окружности, а потом не спеша прорезаю. Также поступаем с оставшимися двумя коржами. Теперь можно приступить к сборке торта. Я собираю в кольце диаметром 16 см. Внутри проложена ацетатная лента. Первый корж и половина крема. Разравниваем крем. Выкладываем второй корж и хорошенько прижимаем. И вторая половина крема. Пропитывать коржи здесь в принципе немного можно, но в этом нет необходимости, так как они и так достаточно сочные за счет фруктов в составе. Выкладываем третий корж, прижимаем. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем его в холодильник на 3-5 часов. Еще нам нужно приготовить крем на покрытие. У меня это будет творожно-йогуртовый крем. Но здесь также прекрасно подойдет та же рикотта или тот же крем на основе ряженки, который пошел у вас внутрь торта. Ну а если вы любите творог, то для крема нам понадобится его 300 грамм. Мы его измельчаем блендером до однородности. Но слишком долго измельчать не стоит, он может стать слишком жидким. Вот такая пастообразная консистенция нам нужна. И сюда же добавляем 20 грамм йогурта, 15 грамм подсластителя, 1 чайную ложку ванили и 15 грамм сухого молока. Тщательно перемешиваем с помощью блендера. Вот такая мягкая кремовая консистенция должна получиться. Проверьте, чтобы крем держался на лопатке. Это показатель того, что на торте крем тоже будет держаться. Тортик настоялся. Вот такой он у нас ровненький и красивый. Покрываем его кремом, начиная снизу и двигаясь по спирали вверх. Один круг проходимся выше коржа. И заполняем верхушку. Теперь можно выравнивать верхушку и бока. Снова вверх и снова бока. Так, пока не добьемся идеальной цилиндрической формы. Вот такой тортик у нас получился. Меня вполне устраивает. И приступаем к украшению. У меня это цветной маршмеллоу. Видео о том, как приготовить такой ПП маршмеллоу без искусственных красителей, уже есть на моем канале. Выкладываем сначала крупные элементы, затем мелкие. Вот такой нежный и красивый декор. Очень милый тортик у нас получился. Особенно приятно, что вся эта красота из натуральных ингредиентов. Давайте его разрежем. Очень мягкий, так легко разрезается. Смотрите, простой, но красивый и ровный разрез. Видно, что разные крема внутри и в покрытии торта. При взгляде сразу становится интересно, какой же это крем. А на вкус коржи очень сочные, ароматные, с чудесными вкусами ананаса и банана.
Крем с такой легкой кислинкой ряженки, но сладкий. Если вы любите ряженку, вам точно понравится. Творожный крем тоже довольно сладкий и тоже понравится любителям творога. Ну а все вместе простое и нежное сочетание с изюминкой в коржах. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!